Основные страхи нарцисса. Мы будем говорить о том, чего не бояться и для чего это нужно знать. Часто бывает так, когда ты находишься в отношениях с нарциссом, ты его воспринимаешь в такой односторонней агрессивной какой-то вот позиции, тебе кажется, что это тебе нужно его бояться, а он ничего не боится. На самом деле нужно понимать, что люди с нарциссическими чертами личности, это само по себе предполагает логику определенных страхов, которые они испытывают. И понимание того, чего они боятся. Мы сегодня поговорим о том, почему они боятся именно тех вещей, которые для них страшны, и как они себя в такой ситуации ведут. Вот если вы все будете понимать это вас, по крайней мере, как-то подготовит к какому-то взаимодействию с такими людьми. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем основные страхи нарцисса. Если вам интересно это видео, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья посмотрели. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления, и мы с вами начинаем. Поехали! И первый страх, такой очевидный, чего боятся все нарциссы, это равнодушие, безразличие и отсутствие вообще того факта, что они заметны кем-то, что их кто-то замечает, что их кто-то ими восхищается, что кто-то говорит им о том, что они ценны. Собственно, нарциссическая травма связана с тем, что в детстве ребенок не получает должного количества безусловной любви от своих родителей. То есть получить любовь ребенок может от родителей только если он как-то себя определенным образом ведет. В результате он не получает вот этого чувства, которое есть у всех нас, что я сам себя могу любить, я могу собой восхищаться, я могу себя оценивать в том числе и положительно, а не только отрицательно. И будучи взрослым человеком, ему для того, чтобы вообще чувствовать свою хоть какую-нибудь значимость, для того, чтобы себя любить, для того, чтобы чувствовать хоть какое-то тепло по отношению к себе, ему нужен какой-то другой человек. Он может только опосредованно получать вот эту вот любовь к себе. Если он понимает, что его никто не замечает, если он понимает, что люди относятся к нему равнодушно, что значит равнодушно? Люди замечают его, люди с ним, может быть, даже как-то вежливо, формально общаются, но при этом, как будто бы все равно в этом очень много такого равнодушия. В такой ситуации ему кажется, что его не существует. Второй глобальный страх нарцисса — это ситуация, когда внимание, которое я от кого-то получаю, перетекает к кому-то другому. То есть есть кто-то, с кем я конкурирую за внимание, и, собственно, страх заключается в том, что потихонечку я буду в этой конкурентной борьбе проигрывать. Это касается сотрудников, которые могут конкурировать за внимание лидера какого-то, босса своего, какой-нибудь, не знаю, красивой сотрудницы, кого угодно. Это может касаться, в принципе, родственников в семье. Это, как правило, замечается у сиблингов, то есть это братья-сестры, когда родители больше внимания, как кажется, одному из братьев или сестер уделяют другому. Почему это так страшно? Потому что этот страх, он приводит нас к пункту первому, к равнодушию. Если я в конце концов проиграю полностью, чего возможно не произойдет, но если я почувствую, что все внимание от того важного человека, который дает мне нарциссический ресурс, перешло к кому-то другому, то, соответственно, я буду опять чувствовать это ощущение своего несуществования, своей ничтожности, своего какого-то вообще бесцельности и, соответственно, бесцельности существования. Какая же стратегия поведения нарцисса в такой ситуации? Тут можно либо попытаться по-плохому привлечь к себе внимание. Если мы берем детей, то это когда ребенок понимает, что, скажем, он плохо учится, на него меньше обращает внимание учительница, и он начинает болтать, как-то шуметь, чтобы на него обращали внимание, чтобы его наказали, и хотя бы в момент наказания он мог почувствовать, что он важен. Во взрослой жизни это часто бывает, когда, знаете, эти мужчины-тираны, когда мужчина доводит женщину до слез, и в этот момент, когда он агрессор, а она жертва, тут же что получает агрессор? Жертва смотрит, взгляд ее сфокусирован на агрессоре. То есть, когда кто-то с тобой ведет себя нехорошо, кто-то по отношению к тебе, кто тебя оскорбляет, кто-то тебе угрожает, кто-то тебя как-то, не знаю, газлайтит, ты инстинктивно обращаешь все свое внимание на источник угрозы. И в этот момент этот нарцисс, который переживал, что ваше внимание уйдет, скажем, к детям, к вашим каким-то родственникам, к вашим подругам, еще кому-то, он понимает, что он завладел всем вашим вниманием. Да, он плохой в ваших глазах, он даже в своих глазах, возможно, плохой, но в этот момент он живой, потому что вы его видите. Другая стратегия — это если не получается по-плохому, то тогда нарцисс присоединяется к тому, с кем он конкурирует. Вспомните все эти примеры. В школу приходит девочка, на нее обращают внимание все дети, в том числе мальчики, и какая-то девочка чувствует, что ей не додают того внимания, которое она получала. Происходит конкуренция. Она прежде всего начинает девочку подкалывать. Если эти подколы ни к чему не приводят, она потом начинает с ней дружиться, и через пару недель лучшие уже подруги. Потом, когда немножко ситуация, так сказать, утопталась, новизна, так сказать, поблекла, к этой девочке столько внимания уже не уделяют, она из лучшей подруги опять становится такой врагом, который начинает ее булить. Третья вещь, которую боятся нарциссы, это если тот, кто дает им их нарциссический ресурс, то есть подтверждение их значимости, перестанет им этого давать. Естественно, потому что для него
для нарцисса это равносильно встрече с этим вот страхом номер один, безразличие, равнодушие, который для него равен такой экзистенциальной смерти какой-то. То есть меня не видят, меня перестанут замечать, соответственно, я этого боюсь. То есть, например, нарцисс может как-то очень раздражительно и вообще возбужденно реагировать на ваши попытки перестать с ним общаться. Или, предположим, если там это где-нибудь какой-то нарцисс в рабочем коллективе, бывает так, что он начинает очень остро и неадекватно реагировать на ситуацию, когда его переводят как-то по работе. То есть понятно, что мы все боимся, если нас уволят, потому что если человека увольняют, он теряет там социальную защиту, зарплату и так далее. Но я знаю такие случаи, когда человека переводили по работе просто на другое место, где он получал примерно те же деньги, у него были примерно такая же занятость, но там он не имел, знаете, вот этой сопричастности к важным, значимым людям. Поскольку для нарцисса очень важно, он очень много усилий затрачивает на то, чтобы сформировать свой вот этот вот блестящий, идеальный образ, который является всего лишь такой небольшой напускной частью его. Он очень боится, чтобы его увидели целостным, то есть чтобы кто-то заметил его не только в тех ипостасях, где у него все получается, все хорошо, где он такой, знаете, вот, накрашенный такой фасад, но и те вещи, где у него что-то не получается, там, те вещи, где он ближе к тому, кем он есть на самом деле. Поэтому нарциссы по этому поводу, они этого боятся и очень сильно начинают раздражаться и нервничать, когда дело подходит к этому. Предположим, нарцисс при родственниках своей там женщины, вообще на людях ведет себя как очень такой галантный кавалер, прямо он очень красиво себя ведет, а в близких отношениях он часто низко себя ведет, он ее как-то иногда унижает, он как-то вот ее подкалывает. И вот если он понимает, что женщина, возможно, как-то расскажет или даст знать другим людям, перед которыми он такой вот и белый, и пушистый, что он не все так однозначно, то в такой ситуации он этого боится, что это может произойти. И этот страх переходит в злость, в раздражение, которое он, соответственно, может фокусировать и выливать на свою женщину, нарциссический гнев. Там, не дай бог ты расскажешь, там, только посмей, потому что для него это очень важный страх, он очень боится того, чтобы это не вскрылось. То есть у нарцисса есть вот это вот расщепление между тем, каким он себя принимает, таким, каким он себя пытается всем показать. То есть такое, знаете, что-то вот выставочный экземпляр. И тем нутром, на которое он часто вообще даже боится посмотреть. Нарциссы часто вытесняют ту свою часть, вот искреннюю свою, где вот у них есть страхи, неуверенности, где они понимают, что у них было много ошибок в жизни и так далее. Поэтому я всегда действительно с таким большим уважением отношусь к ситуации, когда нарцисс приходит на психотерапию, потому что я понимаю, какой страх ему пришлось преодолеть и сколько ему пришлось преодолеть для того, чтобы хотя бы допустить возможность, что, возможно, не такой уж я прекрасный, и вообще-то во мне как бы и говна достаточно. С другой стороны, по этой же причине вести нарцисса к психологу совершенно бессмысленно. То есть, если человек сам не замотивирован, как-то угрожать ему, умолять, пытаться с ним вступать в какие-то переговоры, это бессмысленно, потому что как только нарцисс приходит к психотерапевту и нужно, собственно, показываться, для него это для него очень страшно. И он старается, сколько может, уходить в защиту, а потом, предположим, какая-то конфронтация или просто он не приходит на очередную сессию. Ну вот, теперь, когда вы знаете, чего боятся нарциссы, почему они боятся и как сильно они боятся, может быть, вы сами не будете их бояться так, как вы боялись до того, потому что, знаете, как предупрежден, значит вооружен. Я именно поэтому это видео и записал. Если вам это видео показалось полезным, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, поставьте лайк. Можете в комментариях, кстати, написать, сталкивались ли вы с какими-то проявлениями страхов у нарциссов, о которых я говорил. Например, когда, знаете, какой-то человек сначала к вам относится как-то агрессивно, вас как-то подкалывает, потом он вдруг начинает с вами дружить, и вот вы лучшие друзья, а потом опять какое-то такое предательство. То есть напишите эти примеры, потому что ваши живые примеры, они это всегда бесценно. Это очень важно. Я вам всегда благодарен за то, что вы это пишете. Естественно, еще раз говорю, не забудьте поставить лайк, поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.